Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке чудо-коробочка. Совершенно необычная, совершенно прекрасная. Это новая клавиатура для моего мужа. У нас и прежде были довольно необычные клавиатуры, мягко говоря. Во всяком случае, муж любит всякие разные прикольные свечи на клавиатурах, механики и все такое. Я давно от этого отказалась, так как я в компьютерных вопросах стремлюсь к минимализму, к мобильности. И я использую обычно на MacBook просто родную клавиатуру, я ничего не подключаю, никуда не подключаю. Взяла MacBook, и у меня рабочая станция не меняется, мне ни к чему не надо заново приучаться. Я просто пересела в другое место и продолжаю работать, у меня все всегда с собой, мобильно и компактно. Но я прекрасно понимаю, что не всем подходит такая минималистичность. Некоторые люди любят больше комфорта. Приятно использовать приятные, кайфовые, крутые вещи. И именно такой я бы сочла эту клавиатуру. Это приятная, комфортная и очуменная штука. У нее есть очень много разных интересных возможностей. Я думаю, сейчас мы хотя бы частично с вами сможем их лицезреть. Основная прелесть этой клавиатуры, чем гордятся, в общем-то, производители, это тем, что они продумали эргономику просто до мелочей, до таких вещей, до которых ни один производитель еще, наверное, не додумался, потому что больше ни у кого таких вещей пока нет. Это супер технологично, супер весело и супер интересно использовать, конечно. Так, называется клавиатура Digma Race. Заказывали мы ее на официальном сайте в Штатах. Из Штатов она в Ирландию доехала, вы не поверите, дня за 3. Я даже не ожидала. Я приготовилась, честно говоря, что мы будем ждать с месяца 3 эту клавиатуру, учитывая, что ковид и все дела. С Европы ждать часто посылки дольше, чем со Штатов. Так, смотрим комплектацию, смотрим, что у нас тут. Внутри вот такая еще одна посылочка, тяжеленькая. Тут все заклеено. Фирменный кейс, красивущий, красивущий просто смертельно, с выдавленным принтом таким тисненным, прорезиненными, тоже брендированными вот этими вот змеечками. Просто чудо. Race Enhancement Kit. Кстати, он вроде бы как на пластик такой похожий, хотя, наверное, картонный. Ох, как же это все, круто выглядит. Я не могу. Сумасшествие. 2 тряпочки для протирания приклеены на китайские сопли двухсторонние. То есть не скотч, а именно вот эти вот сопли многоразовые. 2. То есть комплектация тут просто божественная. Ни у кого таких комплектаций нет. Сменные кнопочки без брендирования, если вы захотите убрать всякие упоминания о фирме со своей клавиатуры. Это, я так понимаю, Cherry набор. Это Kyle. Да, кстати, здесь механика Kyle Speed Cooper. Так, обалдеть. Просто все. Комплектация такая. Силиконовые колечки сменные. Вот подписаны какие... Где? Kyle Silent Brown. Это вот новая Kyle. Раньше вот эти вот черри везде были. А Kyle я что-то как-то не помню. Kyle Speed Silver. Быстренькие. Speed Copper. Speed Copper. Механические свечи. Speed. Короткий путь нажатия. Silent. Тихие. И точечки здесь отмечены. Давление, в общем, какое требуется. Kyle Speed Bronze. Вот она кликающая. Для тех, кто любит кликающие клавиатуры. Это, такая тактильность, она очень приятна часто бывает. Cherry MX Red. Cherry MX Brown. Cherry MX Blue тоже кликающая. Kyle Silent Pink. Brown. Колечки, прокладки написано, куда вставлять, как вставлять. O-Rings. И, кстати, у нас в доме до сих пор такой не было. Тоже очень приятный, брендированный, как эта штука называется, пулер. Для съема всех запчастей с клавиатуры. Теперь у нас дома такая штука есть. Прикольно, что она брендирована, но немножко не по центру вклеена. Это я уже придираюсь, конечно. Я в восторге, честно говоря, от такой комплектации. Это просто приятно держать в руках. Кисточка для чистки клавиатуры. Короче, выглядит это потрясающе. Я просто в шоке. Не такие уж прям сумасшедшие деньги, 300 евро, но за хорошую клавиатуру
полноценную. Это прям не такие уж прям бешеные деньги, но сделано все прям... Я бы брала еще. Вох, 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 вох. Чудо какое. Они есть в двух цветах. Есть черная, как вот это сейчас, которую вы видите, есть еще белая. На мой взгляд, белая, она просто божественная. Она невероятно красивая. Я бы, конечно, если брала себе, я брала бы белую. Но, в принципе, муж более практично к этому вопросу подходит. Ну и вообще, как бы, я согласна с тем, что черная дольше будет сохранять вот этот вау-вид, потому что более практичный цвет. Так, инструкция на такой пластиковой бумаге полупрозрачной. Выглядит прям, ну вот реально все очень продумано, очень круто. И даже 2 стикера по-взрослому в подарок положили. Честно говоря, я просто в восторге от такой комплектации. Давайте посмотрим. Ага, вот этот нейро так называемый, это фирменная ихняя штука. Я так поняла, что здесь есть внутри тоже какой-то микропроцессор. Designed in Европа, made in China. Модель Race версия 1.0. Digma Lab. Так, вот этот switch, нейро switch. Где тут? Как же ж они все это продумали, как же ж они кайфово, приятно это все сделали. Я не могу. Я вот, честно говоря, просто, ну, я в шоке. Это выглядит невероятно, это выглядит просто волшебно. Несмотря на то, что мы заплатили за нее 300 евро, я вижу, что, на мой взгляд, она отрабатывает, ну, реально каждую копейку. И, по-моему, все это стоит, ну, выглядит так, как будто они прям вложили денег. Вот даже вот эта мелочь, но это тоже все нужно продумать. Вот когда USB Type-C втыкаешь, слушайте, есть щелчок. Я сначала подумала, мне показалось, но нет. Второй то же самое. Щелчок. Когда включаешь до щелчка, и ты понимаешь, где заканчивается физическое нажатие, в какой момент перестать давить, тоже все очень приятно. Не знаю, я прям... Все, что я вижу, меня, честно говоря, просто восхищает. Магнитная накладочка такая, капюшончик. Так. И еще что у нас тут? Все в резиночке такие. Коротенькие USB Type-C to USB Type-C. Это если вы хотите подключать к своему MacBook'у до щелчка. И это в MacBook. Если у вас MacBook стоит, ноутбук стоит на столе, и вам не нужен длинный провод, вот Type-C просто воткнули в ваш MacBook и пользуйтесь клавиатурой. Ой, даже вот эта вот резиночка, вы видите, какая она кайфовая? Не просто какая-нибудь тряпка здесь висит или какая-нибудь пластмасска. Не знаю, это силиконовая стяжечка многоразовая, которой можно убрать лишний кабель. Это, ну, блин, не знаю, по-моему, это очень-очень круто. Обычно USB Type-A и на USB Type-C. Взрослые, нормальные, современные разъемы. Подключили. А вы знаете, что купив клавиатуру Digma Rise, вы купили не только клавиатуру, но еще и какой-то Базеус. Зашла по ссылке на этот Базеус. Это, оказывается, специальный софт, который полностью позволяет настраивать эту клавиатуру. Теперь давайте рассмотрим все чудеса этой клавиатуры. Я скажу честно, я все не знаю. Короче, основная фишечка этой клавиатуры в том, что она вот так вот умеет. Нет, я ее не сломала. Вот. Вы можете положить мышку здесь, например. Вы можете использовать одну часть, если вы, допустим, вам нужен просто кейпад. Первое впечатление, когда увидела, говорю, тут же нет нампада. Он тут есть. Нажав какую-то из этих кнопок, вот эта часть превращается в нампад. То есть они продумали так, чтобы пробел не занимал пол клавиатуры. Вот этот палец, он у нас очень рабочий. Мы совершаем им в обычной жизни очень много действий. А на стандартной клавиатуре, которая была заимствована от печатной машинки, и с тех пор пробел там не менялся. Пробел занимает огромную площадь. Здесь для этого разбили на 8 кнопок, которые специально для вот этого пальца. 8. И все они являются ключами к чему-то. То есть они переводят клавиатуру в разные режимы. Они дают дополнительные функции, фишечки, возможности, открывают просто сумасшедшие возможности в использовании клавиатуры. Так, что еще хочу сказать. Тут идет такое вот полозье. Папа-мама и магнитик, я так понимаю.
Таким образом, оно все складывается. Вот так вот легким движением клац, и все вместе. В любой момент взяли, разделили. Ей все равно. Каждый из них идет такой вот кабель. Втыкиваем. Втыкиваем. Так, вот эти штуки, они не на клею. Мне тоже показалось это очень классной мыслью, потому что зачем делать на клею, если можно сделать на принципе китайских соплей, то есть оно просто липкое, его, даже если оно перестает быть липким, вы просто моете и дальше используете. Если вам покажется, что вы ее криво приклеили, ничего, в любой момент отрываете, приклеиваете заново. То есть это не клей, это просто очень гладкая поверхность, которая прилипает. Вы в любой момент можете снять, переклеить, заменить на другой цвет. Они, кстати, продаются отдельно, если это износится. Это эко-кожа, кожа молодого дермантина. Ни один зверь не пострадал. И да, когда оно износится, хотя эко-кожа служит очень долго обычно. Тем не менее, вы можете купить их отдельно, другого цвета, если захотите, если вам этот надоест, и замените. Но в целом, скорее всего, вам хватит этого на очень-очень долго. Держатся они хорошо, не отваливаются. Если они начинают отваливаться, опять же, просто помойте их. Давайте включим ее в какой-нибудь USB. Она засветилась голубеньким. Красиво-то как. Просто чума. Просто чума. Радужная. Тут фиолетовая, желтенькая, зелененькая. Всех цветов. Красота. Ну, я не знаю, сколько хорошо видно. Она тут как слоеный пирог. Нужно устанавливать приложение, конечно. Фирменный логотип сзади, все светится. Просто красота. Красота. Я думаю, что мой муж тоже будет в восторге, когда получит эту штуку. Я бы себе тоже такую купила, но, наверное, белую. Потому что мне, честно говоря, вот белое, оно очень нравится. Если, скажем так, вы не слишком много печатаете грязными лапками, то, наверное, белое красивее. Ну, на мой взгляд, это очень все, конечно, субъективно. Мой муж любит черный цвет, поэтому ему может быть и черный ок. 8 пробелов вместо одного пробела вы получаете сразу 8 разных кнопок. И для одного большого пальца, и для другого. Это круто. Занимает она очень мало места на столе. Более того, если вы не используете всю клавиатуру, вы можете половину отложить в сторону. Ну, часто так бывает, допустим, в каких-то играх, что не используется вся клавиатура. Используется только ее часть. Опять же, FN-ки все вот эти вот. Вы можете переводить в один или в другой режим вот этими вот кнопками. И использовать ее, как вам заблагорассудится. Видите, вот изменился цвет. Это не просто потому, что я нажала кнопку. Цвет меняется, это когда вы переходите в другой профиль использования клавиатуры. Например, там, не знаю, нажали капс, у вас будет клавиатура одного цвета. Если вы нажали, отжали капс, у вас клавиатура будет первого цвета. Таким образом, вы всегда бегло, глядя на клавиатуру, узнаете, что там и где и когда. Да, с одной стороны, кажется, что нужно будет переучиваться, заново учиться пользоваться клавиатурой. Ну да, возможно, поначалу будет немного непривычно. Но потом, вы понимаете, какие возможности перед вами откроются? Это просто чудо. На мой взгляд, это очень круто. И комплектация божественная, и сборка, и вообще ощущается она, в руках круто, и выглядит она фантастически. Я бы сказала, просто фантастически. Я даже не знаю, как ее описать. Я давно в таком восторге не была от наших приобретений. Хотя это, приобретение не для меня, а для моего мужа. Я очень рада, что у него будет такая красивая штука. Сделано все прям вот на совесть. Вот. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, этой клавиатуре. Она того точно стоит. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я отвечаю на все вопросы, я все читаю, я всегда участвую в диалогах. Поэтому не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень важен ваш фидбэк. И я буду очень признательна за лайки, комментарии и подписку на мой канал. А на сегодня все. С вами была Виктория Маслакова, Аканагори. А на сегодня все. Всем спасибо, всем пока!